Всем привет! What are you doing out here? Eating what? В следующий раз, когда ты захочешь погладить своего кота, то просто вспомни это видео. Если вы пойдете с друзьями в караоке и они заставят вас петь, то смело выбирайте эту песню. Tequila. Когда все улики указывают на тебя, но ты категорически отказываешься сознаваться. Who did this, TJ? No. Did you do this? No. Huh? No. На любимой работе не бывает плохого настроения. Так вот откуда перерисована эта сцена. Да здравствует король! Je fais un tour de magie, regarde, j'ai rien dans les mains comme ça, regarde. Je vais juste faire ça, regarde. J'enlève mon doigt et je le replace. Ça, regarde. Je vais faire ça, attention, 1, 2, 3. Дэвид Блейн явно никто по сравнению с этими фокусниками. Пиши в комментариях, если понял, в чем их секрет. Oh, redonne. Donne. Ouvre et ferme ta main. Ouvre et ferme ta main. Тот момент, когда в магазине техники сказали, что у них бесплатная доставка. Видимо, этот приятель явно знает, как с легкостью решить любую проблему. Тот момент, когда ты со своим другом соврал в резюме, но все-таки устроились на работу. Say hi to it. Say hi. Видимо, эта лягушка просто решила познакомиться поближе. Кажется, метавселенная не так уж и прекрасна, как о ней говорят. У каждого есть такой друг, который не учится даже на своих ошибках. А это видео, наверное, из параллельной вселенной. Этот дедушка нашел неплохую альтернативу дезинфицирующему средству для рук. По-моему, она так и не узнает, кто у нее родится. Кажется, в Том и Джерри действительно не врали, коты и вправду так бегают. Когда впервые пришел в гости и родители объясняют, как нужно себя вести. Вы только посмотрите, какие сочные чебуреки. Уверена, вы такие. Поговаривают, что сок из них льется до сих пор.
То самое чувство, когда твои проблемы от тебя убегают. Тот случай, когда ты отказываешься от доставки и говоришь, что без проблем справишься сам. Один только взгляд этой девочки уже говорит о многом. На самом деле зайцы бывают безобидными только в сказках. Плюс еще одна фобия для водителей. Теперь я точно буду держаться подальше от бетоновоза. Ей еще сильно повезло, что она оказалась не парнем. Тот момент, когда отец впервые взял тебя с собой на рыбалку. Oh my god, I got one with you. Наверное, этот мусорный бак решил не выходить из дома в такую погоду. В Европе существуют не только музыкальные дороги, но и потолки тоже. Look at what my mom. Damn, she going wild. Видимо, плащ доктора Стрэнджа нашел себе нового хозяина. Наверное, это было плохой идеей снимать котов на тепловизор. Вряд ли она ему перезвонит, если это было их первое свидание. Никогда не забывайте, что тренировки – это залог успешной победы. Вот что бывает, когда зовешь с собой баскетболиста поиграть в боулинг. А это, видимо, новое поколение бесшумных будильников. Не стоит забывать третий закон Ньютона. На каждое действие всегда есть противодействие. Тот момент, когда у тебя на работе очень дружный коллектив. Наверное, лучше не стоит смотреть рекламу вместе со своей собакой. Когда по-честному решаешь с женой, чья очередь убираться в доме. No!
В нашей жизни явно не хватает кнопки отмены последнего действия. Никогда не стоит пугать кондитера во время его работы. Когда друг самостоятельно собрал новый компьютер и позвал тебя на его первый запуск. Это я постоянно, когда хочу кому-то помочь. Главное его не порвать! Стой, стой, стой! После такого этот парень явно больше не будет рыбачить. Если вам когда-то не повезет, то просто вспомните это видео. Когда ты пытаешься сэкономить в отпуске и бронируешь самый дешевый номер в хостеле. Вот почему нужно придерживать пробку, когда открываешь бутылочку игристого. Когда участвуешь в конкурсах и очень сильно хочешь победить. Этот парень явно насмотрелся лайфхаков из TikTok и решил их попробовать в действии. Но иногда в нашей жизни нам требуется чья-то помощь. Когда ты хочешь порадовать с утра свою семью завтраком, но мозг еще до сих пор хочет спать. Когда ты отработал первый день лесорубом и решил продемонстрировать семье, чему научился за день. Тот момент, когда решил слиться с толпой. Видимо, это и имел Марк Цукерберг, когда сказал, что будущее за виртуальной реальностью. Оператор этого видео решил, что будет отличной идеей установить дома шоколадный фонтан, но, видимо, он не до конца прочел инструкцию пользования. Когда твоя наглость не знает границ. После такого, вряд ли эти парни еще когда-то будут принимать участие в подобных трюках. Если вы не знаете, как заговорить с девушкой в ресторане, то вот один из рабочих способов. Если бы это не попало на камеру, то она точно бы обвинила в этом собаку.
Девушка пытается объяснить лошади, что нет ничего сложного в преодолении препятствий. Хорошо, что лошадь оказалась умнее и не слушает чужие советы. Когда отказываешься в магазине от платной доставки и говоришь, что можешь сделать все сам. Всю боль на этом видео можно ощутить в глазах этого парня. Кадры из слоумо еще не были никогда такими эпичными. А вот что остается за кадром эпичных фотографий для Instagram. А это именно тот момент, когда в твоей жизни началось все налаживаться. Тот момент, когда с другом устроился на одну работу. Все самое эпичное происходит после фразы «смотри, как я могу». Nicolas, cuidado aí! Vem aqui! Так вот, где подрабатывает Человек-паук, когда нашему миру ничего не угрожает. Этому парню сильно повезло, что это оказалась не ассенизаторская машина. А вот наглядная демонстрация фразы «застрял по уши в проблемах». На самом деле, газированные напитки – это бомба замедленного действия. Если бы девушка не сняла это видео, вряд ли бы ей поверили на работе, почему она опоздала. Тот момент, когда начальник стоит у тебя над душой, и ты стараешься не накосячить. По-моему, рекламные кампании боулинг-центров зашли уже слишком далеко. Этот парень хотел произвести впечатление на своих друзей, но вместо этого ребята решили жестоко над ним подшутить. Если бы ей удалось найти крышку бензобака, то она точно бы не попала в эту подборку. Когда этой собаке становится скучно, то она идет лепить себе снеговика. Видимо, у этой девушки был очень загруженный день. Этот парень точно еще не познал все азы в приготовлении пиццы. Этот песик решил, что хозяину уже пора заменить обшивку на потолке, и решил ему в этом помочь. Когда ты идеально выполняешь свою работу, но ее постоянно пытается кто-то испортить.
Scheifer. Danke. Bye-bye, Scheifer. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Наверное, это самый надежный охранный метод для машины. Когда тебя зовут за стол, но еда еще не готова. Такой подставы он точно не ожидал. Видимо, этот приятель пытался поймать свою непослушную собаку любыми способами. Видимо, тот, кто моет эти стеклянные двери, делает свою работу очень качественно. Когда все указывает на то, что баскетбол это не твое. Видимо, этот парень решил упростить себе работу и придумал легкий способ подъема цементных мешков на крышу, но где-то он все-таки ошибся в расчетах. Когда в финале Форт Боярда ты выложился по полной и пришел в магазин поменять монеты. Когда в магазине электроники сказали, что пришлют лучших специалистов по установке телевизоров. Тот момент, когда на работе у тебя почасовая плата. Этот кот явно никогда не останется голодным. Оказывается, не только домашние животные могут клянчить еду жалобными глазами. Тот момент, когда хочешь себе татуировку и ищешь, кто сделает ее подешевле. Не удивлюсь, если этот парень на пляж приносит с собой солярий. Вот почему нельзя доверять уличным фокусникам. Когда ты слишком долго был в космосе и забыл, как работает гравитация. More like, sorry, the Soyuz actually is a bit shaped like this pen. You know, you got the space station right up there. That it's doing gravity. То чувство, когда твои проблемы от тебя ускользают. Даже в животном мире никто не любит стукачей. Этот парень хотел продемонстрировать прочность натяжного потолка, но слегка переоценил его возможности. Когда немного переборщил с острой едой.
Видимо, этот парень нашел проход в другое измерение. Не обязательно переплачивать за виноград, когда можно купить изюм и сделать ему инверсию. Видимо, кот заранее знал, что все так и будет. Хозяин этого автомобиля нашел оригинальный способ замены задних фар. У всех есть такой друг, который не хочет тратить деньги на мелочи и говорит, что это можно сделать самому. Это я в детстве, когда впервые увидел Человека-паука. Этот израильский фокусник Леос Шем превзошел даже самого Гарри Гудини. Этот парень точно бы занял первое место на Олимпиаде по прыжкам в воду. Так вот откуда появилась эта игра. Вот что остается за кадром красивых фоток в Инстаграм. Когда купил новую машину и приехал показать ее друзьям. Этот приятель явно получил хороший жизненный урок на будущее. Когда на работе был очень тяжелый день. На самом деле, содержать собаку не так уж и накладно. Тот момент, когда прочитал начало инструкции и думаешь, что и так все понятно. Наверное, с самого начала было плохой идеей забивать саморез молотком. Когда всем говоришь, что у тебя серьезная и ответственная работа. Когда позвал к себе домой друзей, но родители пришли намного раньше. Парни, берите пример, как можно легко завоевать даже самое суровое сердце. Вы когда-нибудь видели летающие туалеты? Сильный ветер поднял биотуалеты в воздух и заставил их летать над парком, распыляя таинственное вещество на всех отдыхающих. Наверное, у каждого есть такой токсичный друг. В любой непонятной ситуации делай вид, что так и было задумано. You have to get that box. Oh, he's gonna go in the water. Go for him. Go for him.
Тот момент, когда пытаешься сэкономить на специалисте и думаешь, что можешь все сам. What you expect, dude? А это, видимо, современное Bluetooth соединение с прицепом. А этот парень придумал хороший план поужинать за счет клиента. Жаль, что он не подумал о камере наблюдения на входе. А вот наглядная демонстрация возврата кэшбэка. Еще пару таких внезапных появлений, и она останется сиротой. Если вы собираетесь отдохнуть на круизном лайнере, то заранее посмотрите прогноз погоды, чтобы не попасть в такую ситуацию. Когда очень хочешь себе внедорожник, но не хочешь его заправлять и тратить деньги на расходники. Наверное, это чеширский кот, который случайно попал в наш мир и хочет вернуться обратно. Никогда не стоит забывать про ручной тормоз, особенно если вы оставляете машину на пригорке. Последний клиент перед закрытием ресторана застал эту девушку за танцами во время уборки. На какой-то момент мне даже показалось, что этот парень обладает силой джедая. Видимо, хозяйка так сильно надоела этому чемодану за время отпуска, что он решил от нее сбежать. Видимо, хозяину этого автомобиля не помешало бы заглянуть на станцию. Hij rijdt als hij talking 2 karren langsom. Hello, darkness, my old friend. Эта девушка хотела сделать красивое фото, как у Мерлин Монро, но природа решила поменять ее планы и отправить в нашу подборку. А этому парню явно не быть футболистом. Мне кажется, что в следующий раз они точно пересмотрят правила погрузки.
Девиз этого приятеля – всегда кланяться перед входом в дом. Но ей еще сильно повезло, что она не оказалась парнем. Почему такую технику прыжков не используют на Олимпийских играх? Popping a wheelie over here. Видимо, песику не очень понравилась новая прическа своей хозяйки. Когда паркур — это явно не твое. Этот парень явно работает профессиональным дегустатором. Когда в автосервисе сказали, что у них бережный подход к каждому автомобилю. Когда хозяин надеется, что ты будешь охранять его дом во время его отсутствия. Если посмотреть на пчел в замедленной съемке, то можно начать сомневаться, что они умеют летать. На такую тренировку я согласен даже каждый день. Когда ты очень хочешь себе новенькую PlayStation, но можешь только о ней мечтать. Такого результата он явно не ожидал. Этот парень, видимо, пригласил на медленный танец любовь всей своей жизни. Когда ты собрался съездить отдохнуть на выходные и сказал своей девушке взять только самое необходимое. Не стоит переоценивать свой организм, излишки всегда найдут выход. Видимо, водитель все это время искал педаль тормоза, но когда смог ее найти, было уже поздно. Наверное, этот манекен еще не был готов увидеть суровую реальность этого мира. Видимо, эта партия в гольф вышла не в пользу этого парня. Кажется, завтра она уже пойдет подавать на развод. Когда ты очень хочешь, чтобы твой друг стал Халком. Тот момент, когда ты еще не совсем разобрался, как работает твое тело. Зачем ходить в спортзал, когда и дома можно сделать беговую дорожку? Оказывается, кунг-фу панда существует в реальной жизни.
Когда ты очень долго терпел и наконец добрался до туалета. Этот парень явно забыл, что у него мокрый пол. Интересно, что он там увидел? Не забывайте, что всегда нужно кланяться перед входом в дом. Твой лучший друг постоянно переживает за тебя больше, чем ты. Мне удалось найти эксклюзивные кадры со съемок 10-го «Форсажа». Не стоит ложиться спать голодным, чтобы не быть как этот парень. На самом деле он просто страдает лунатизмом, и, видимо, ему приснилось что-то очень вкусненькое. Эти парни хотели поймать рыбу, а в итоге пришлось вылавливать их самих. Им явно был дан знак свыше. Наверное, этот приятель слишком буквально воспринял указания от начальства. Тот момент, когда в компьютерной игре ты доходишь до конца карты. Когда у тебя происходит один из важных моментов в жизни, но появляются неотложные дела. Behind you. Если вы хотите проверить свою дружбу на прочность, то просто сыграйте с друзьями в эту игру. Когда увидел цены на бензин и решил помочь отцу меньше тратить денег на заправку. Вот почему работа на удаленке намного сложнее, чем в офисе. Наверное, в природе так заведено, чтобы в каждой компании был друг-обломщик. Если вы не можете отучить ребенка есть много сладкого, то просто покажите ему это видео. Это я в детстве, когда мама с утра будила меня в школу. Этот парень явно еще не знает боксерских правил и использует запрещенные приемы.
Когда хочешь себе красивую прическу и идешь к парикмахеру в надежде, что он тебе поможет. Наверное, тот парень обратился просто не к тому барберу. Espérate, es que ya es esfumado, güey. Espérate, morro. Si ese es el último retoque. Ahora sí. Espérate, morro. La brilla se me va a falta, a ver, morro. ¡Hijo de su puta madre! ¡Que no perro! Güey, qué pedo, te quedé joder. Тот момент, когда впервые зашел в тренажерный зал. Oh my god, the board. Видимо, эти пожарные решили потушить не только огонь, но и электричество во всем районе. Кажется, эти ребята уже с детства поняли, как работает жизнь. Jamie, how did you get in here? What do you have now? Никто не любит, когда с ним плохо обращаются, особенно старая техника. Тот момент, когда продавец в магазине сказал, что у него самый лучший инструмент, а не китайская подделка. Когда ты пришел домой, но текстуры еще не успели прогрузиться полностью. А потом он будет хвастаться своим друзьям, как красиво встретил закат. Только смельчаки осмелятся зайти в этот туалет. Bro, let me go. А это я и моя удача. Oh, nice butt, Foreman. Oh, you hit both edges. На этом видео хозяйка попыталась поговорить со своим котом, но, видимо, сказала ему что-то непристойное. Наверное, лучше не стоит брать с собой баскетболиста и играть в боулинг. Тот момент, когда у тебя на работе почасовая оплата. Это ты, когда пытаешься достичь своих амбиций. Вряд ли теперь он сможет доверять ей так, как раньше. А это тот момент, когда работаешь с другом на одной работе. Когда твой друг отучился на барбера и предложил сделать тебе улетную стрижку. Всегда найдется тот, кто будет тебя тянуть за собой. Наверное, было плохой идеей ставить мусорное ведро под сушилкой для рук. Этот малыш явно уже готов ко взрослой жизни. Наверное, современные технологии – это суровое испытание для старшего поколения. До выступления на Олимпийских играх ей явно еще далеко.
Когда ты решил еще в школе, что не будешь учить физику, а станешь настоящим художником? Alright, let's try to salvage this. Наверное, этот приятель пытался сохранить интригу до последнего. Ну как ни крути, они все равно бы упали. Вот как выглядит 5 минут детского молчания. Tengan hijos. Ay, no. No, las cosas. ¿Qué voy a hacer contigo? Dime. ¿Qué hago contigo? Тот случай, когда природе не понравилось твое интервью, и она решила за это дать леща. Если вы купили дом на берегу озера и вам не нравится вид из его окна, то всегда можно пришвартоваться в другом месте. Этот парень так сильно спешил помочь девушке, что даже не предвидел, что его ожидает та же участь. Вот почему никогда нельзя расслабляться. Судьба всегда бьет в самый неподходящий момент и самое неподходящее место. А так, наверное, выглядит дорога прямиком в ад. Heavenly Father, please help us. Please help us to be safe. Кажется, эта девушка знала, что так будет, но все равно решила не предупреждать парней. Наверное, надо было сначала проверить, есть кто внизу, а потом сбивать сосульки. Видимо, у этого парня не все в порядке с последовательностью действий. Я даже боюсь представить, как он пользуется туалетом. В будущем этот приятель, наверное, станет отличным мойщиком окон. А это тот случай, когда ты случайно перескочил время сразу на сезон вперед. Этот мужчина точно не останется без работы. Про это и тренинг. Именно так выглядит подъем по карьерной лестнице. По-моему, это лучше всякого аквапарка. Интересно, на что надеялся этот парень? В любой непонятной ситуации просто греби лапами. Что-то мне подсказывает, что ему не удастся этого сделать. А так выглядит автомобильный боулинг.
Интересно, из чего у этой девушки сделан нос? Поначалу я даже поверил, что у него все получится. Зато таких эпичных фотографий точно ни у кого не будет. Тот момент, когда ты просишь, чтобы убрали камеру, но по-хорошему они не понимают. Тут съемка видео запрещена. Камеру вырубаем. Это, наверное, нужно вписать еще одним пунктом вещи, на которые можно смотреть вечно. We'll take the audio out later. See? That's working slowly. Okay, I'm helping. I'm helping. Good job, Sweepy. Glad I could be to help. Наверное, зря они так близко стоят возле железнодорожной платформы. А это именно тот момент, когда умирает самая последняя надежда. Эта девушка решила укрыться от дождя коробкой, но совсем забыла сделать отверстие, чтобы видеть дорогу. Хорошо, что эта девочка не решила лизнуть металлический столб, как этот парень. Когда даже природе не нравятся ваши современные танцы. Видимо, в природе точно существует какой-то закон столкновения. Служба доставки вышла на новый уровень, и уже можно заказать себе даже туалет. Эта щука решила не только сбежать от этого парня, но и сразу же отомстить ему за всех пойманных рыб. That's my rod. Вот почему никогда не стоит дразнить обезьян в зоопарке. А все так хорошо начиналось. Такой улов – мечта любого рыбака. Тот момент, когда ты только разобрался со всеми проблемами, но судьба подкидывает тебе очередную свинью. А на этих кадрах вдалеке можно даже услышать смех рыб из водоема. Пиши в комментариях, какие моменты тебе понравились больше всего, а также не забудь поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.